Друзья, меня зовут Александр Каргин, мы в студии Вестника Кавказа, и у нас сегодня очередной токсичный диалог. У меня в гостях блогер Николай Соболев, первый человек за всю историю, который был иноагентом и перестал им быть. За всю историю мира. Да. Практически да. Я уже думал, вы скажете, и у нас в гостях очередной токсичный гость. Ну, это мы посмотрим. Токсичный дело. Да, это мы посмотрим. Смотрите, кстати, Николай, Александр. моя задача делать здесь людей Я сразу же токсичными. могу сказать зрителям, что Александр несколько раз меня предупредил о том, что у нас токсичный подтекст. Я не знаю, что конкретно подготовлено. Возможно, мой стул начнет дергаться от ударов электрошока в какой-то момент времени. Ну, так или иначе, приятно, что вы меня пригласили. Очень приятно присутствовать в этой студии. Надеюсь, что я удовлетворю ваш запрос на наш токсичный диалог. Но на самом деле, вряд ли, конечно. Я думаю, что Посмотрим. мы так или иначе, несмотря на заявление о токсичности, настроены на какую-то конструктивную беседу, правильно? Конструктивная беседа не исключает токсичность. Это да, это да. Николай, в то время, когда вы были иноагентом, и, наверное, вот с этим вашим статусом, которого вы, слава богу, лишились, да, было связано очень много ваших переживаний, какого-то внутреннего напряжения. Много людей от вас отказалось? Я имею в виду близких людей. Нет, никто не отказался. Я не отказываюсь никогда от близких людей просто, что бы ни происходило. То есть для меня дружба и ценность дружбы стоит выше, чем какие-то там Нет, формальные не вы, проявления. а от вас. А я вот объясню, да. Вот знаете, есть такая фраза: если ты смотришь в космос, то космос начинает смотреть в тебя. Мгм. Вот если ты ценишь дружбу с людьми, если они чувствуют, что для тебя это ценность, то они от тебя тоже как бы не отказываются на самом деле. Если это близкие друзья. Если это какие-то знакомые, то ты их близко не подпускаешь, и, естественно, они в такие моменты как бы сами по себе уходят. Так, даже не отваливаются. То есть этот процесс происходит очень нативно. Да? То есть просто как-то перестают тебя, так скажем, окружать. Вот это вот, ну, конечно, присутствует. Но в момент, когда я обладал вот этим статусом иноагента, я, в общем-то, и не рассчитывал на то, что такого не произойдет, что может поредеть вот это вот окружение, да, какое-то определенное. Оно не близко. Вот у меня есть просто очень такое разношерстное, очень такое полноценное, близкое окружение людей, которые со мной двигаются по жизни. И это, я думаю, что десятки человек. То есть у нас есть совместное объединение, у нас есть чаты, у нас есть традиции, у нас есть совместная история. Этих людей очень много, потому что я вот как бы такой вот экстравертный, открытый человек на самом деле, и у меня много друзей. А вот те, которые там менеджеры, рекламные агентства, еще кто-то, да, вот те люди, конечно же, проявляли некоторую неуверенность в общении, да. Некоторые там перестали звать на подкаст, но я не могу их обвинить, и у меня не возникают на эту тему, что самое главное, никакие негативные эмоции, потому что я же понимаю, что люди подставляют себя, если куда-то, например, меня приглашают. Конечно, не очень ловко, когда с себя снимают этот статус и сразу же летят приглашения туда, сюда, сюда, и ты думаешь: что меня не звали, вы боялись. Ну а что? Ну правильно, я бы тоже на их месте, скорее всего, делал именно так. Ничего аномального, знаете, такого резкого, острого, неприятного, к сожалению, наверное, для нашего диалога, потому что я об этом очень красочно рассказал бы, не То произошло. есть не было такого, что вот были звонки постоянно, там, с утра до ночи, там, ну вы известный блогер, известный человек. И в какой-то момент, оп, все прекратилось. Нет, такого просто не было. И что самое это интересное, что когда я получал этот статус, атмосфера вокруг этого статуса была несколько иной, чем через год, когда с меня его снимали. То есть вначале этот статус многими людьми воспринимался как некоторую награду, что ли, или даже некоторую отметку твоей значимости. Да? То есть вот есть в преломлении людей такая идея, что, ну, да, то есть неопределенно вообще, как мы относимся к иноагентам, но вот те, кто инагенты, они производят что-то значимее, чем другие, поэтому их заметили, поэтому аж государство наградило их этим статусом, да. То есть двойной момент, есть дихотомия между угрозой от человека, между тем, что человек не просто так, возможно, этот статус получил, и, возможно, он что-то производит еще и условно нехорошее в глазах государства, но всегда есть момент вот этой некоторой значимости. Поэтому вначале, когда я получил этот статус, меня многие поздравляли. То есть не то, что там, как бы, вот, как вы спрашиваете, отвернулись или нет, а наоборот больше заинтересовались даже. Мол, ничего себе, какой у нас товарищ или знакомый. Собчак же Он интервью получил сразу. этот статус. Конечно, Собчак сразу же Вот, написала: сразу после отдай этого. мне интервью. Поэтому тогда еще в начале 23 года была дихотомия. То есть сейчас все более однозначно. Если человек получает статус, нет, что-то тут происходит, конечно, нехорошее, потому что и общество начало относиться более токсично к иностранным агентам.
Вот. А в то время, когда не было вот этих регламентирующих рамок, не было вот этих тисков Ну, закон о вокруг рекламе. закон о рекламе в первую очередь, да. То есть иноагенты воспринимались как нечто легальное, в целом в серой пограничной зоне находящиеся, но не экстремальное, не радикальное, не опасное для взаимодействия. Сейчас несколько вот этот градус напряжения там изменился, он повысился, и отношение к иноагентам, как мне лично кажется, стало несколько другим. С прошествия большого количества ситуаций, когда иноагенты, как мы видим, из-за рубежа или из каких-то других стран тоже не очень добросовестно себя ведут, высказываются как-то противоречиво по отношению к своей родной стране, что вызывает как бы вопросы к ним. Но это как бы отдельная тема. Вот если говорить обо мне и отвечать на ваш конкретный вопрос, я не почувствовал какого-то отказа от меня. Почувствовал в какой-то степени даже гордость от некоторых людей, что у них есть такой товарищ и друг. И да, это процесс был такой динамический, то есть процесс изменения отношения, процесс твоего внутреннего восприятия этого статуса. Это очень сложная история психологическая. Как удалось лишиться данного статуса? Дело в том, что я не знаю точно, как удалось, потому что даже выяснить, за что мне его дали, было Давайте так. проблематично. Я от самых разных людей Да. слышал, что вы напрягли очень серьезных товарищей. Не, ну смотрите, Очень серьезно. кто напрягал кого, я не знаю. То Нет, есть вы. я объясню сейчас, Александр. Так. Я эту цепочку, безусловно, пытался запустить. Но вот именно по каким звеньям она проходила, я понятия не имею. То есть это не просто, что вы В писали вашем вопросе, посты, да? в вашем вопросе это звучит так, как будто бы я приходил в Государственную Думу или в аппарат президента или в Министерство юстиции, заходил с ноги в чьи-то кабинеты, да, к министрам разным, и с ними лично разговаривал и их лично напрягал. Вот такого вот не было. То есть, вероятнее всего, была Я думаю, не запущена... с ноги, я думаю, Не, наоборот, да, как раз. нет, и просто так звучит, как будто я напрягал прям каких-то Ну, к тому, что серьезных вы людей. использовали максимальное количество связей и всех об этом просили. Я использовал не то, что максимально, у меня нет максимального количества связей, я бы даже не сказал, что у меня есть какое-то очень большое количество связей. Но есть люди определенные, которые сразу же, естественно, посочувствовали мне. В первую очередь, они не согласились с тем, что меня вообще можно обозначить как иностранного агента. То есть у них возникло сомнение, что этот статус был дан верно, да, и получается, у них появилось в голове понимание, что есть пространство, как они мне могут помочь с этим, то есть условно сказать кому-то, что есть, я всегда считал себя патриотом, начнем с этого. То есть я всегда как бы голосовал за то, чтобы в России все было хорошо, безусловно. Никогда из России не уезжал. И никогда не высказывал такого желания релоцироваться в какую-то другую страну. Поэтому, конечно же, нашлись люди, которые такие, Николай, давай подумаем, что мы сможем с этим сделать. Может быть, с кем-то нам придется там поговорить. Может быть, мы сможем вообще хоть как-то тебе помочь и так далее. Мы очень постараемся, никаких гарантий нет. Я говорю, а кто дает этот статус? Размотать эту цепочку, кто дает статус, тоже практически невозможно. То есть никто в итоге так мне не сказал, за что мне дали. Кто на это повлиял, что мне дали. Это не один Кто принимает человек? решение, Не один да. человек Это не принимает один решение? человек, безусловно. Нет такого, что кто-то приходит с папочкой и говорит, вот этого иноагентом назначаем. Нет, это тоже очень длинная, сложная, хаотичная цепочка, в которой иногда не могут разобраться даже те люди, которые как-либо ответственны за это решение со своих должностей. Значит, все-таки вы понимаете примерно эту цепочку, вы в ней как-то копались. Я цепочку не понимаю, но вот какие инстанции отвечают за то, чтобы, например, там, дать статус иноагента или снять статус иноагента, я приблизительно понимаю. Кто в эти инстанции приходил или кто из этих инстанций голосовал за то, чтобы меня лишили статуса иноагента, я хоть убей не знаю. То есть ко мне приходили люди, да буквально там, не знаю, на самом деле, два из моих знакомых, которые там когда-то работали где-то, да, или еще что-то, чем-то занимались, условно связанным, возможно, там, с государственной службой и так далее. Или даже нет, на самом деле, были люди, которые никак не связаны с государственной службой, а связаны, например, с журналистикой или связаны, например, там, с издательским делом, да. То есть вот разные подобные, там, даже светские знакомые, то есть, приходили и говорили, мы постараемся тебе помочь, потому что у нас с тобой там хорошие отношения, я как бы не буду рассказывать, понятно, какая мотивация у них была. К слову, никто никогда ничего не просил. Никто не говорил там, а давай ты заплатишь. Никто не говорил, а давай ты нам поможешь в ответ. Просто вот у некоторых возникло... Из этих людей никто Из не этих просил? людей, никто ни разу. Правда. То есть я вообще ничего не обещал, ничего не гарантировал, ничего не подписывал, ни на что не подписывался. Это абсолютная правда. То есть некоторые люди изъявили желание помочь. Я, естественно, изъявил желание, чтобы мне помогли. Этот процесс запустился. Как там дальше, по каким звеньям проходил этот процесс, мне, честно, Александр, даже страшно представлять.
Представлять даже страшно, что там за цепочка. Это может быть сравнимо с цепочкой эволюции. Просто мы не можем понять, откуда мы вообще Вы, произошли. кстати, цепочку эволюции пока не отрицаете. Потому что я видел ваше перерождение некое духовное. Да, спасибо, что следите. А цепочку эволюции я пока не отрицаю, я ее никогда и не начну отрицать. Это как бы устойчивая позиция в данный момент. Никогда не говори никогда. Это я согласен, да, никогда не говори никогда, но пока что у меня нет никаких оснований, чтобы отрицать ее. Ну, об этом мы, может быть, поговорим, Может если быть, вы да, захотите. чуть позже. Да. Завершая тему иноагентства, смотрите, я не знаю, почему вам дали этот статус. Я могу лишь как бы предположить, что, видимо, за некую совокупность заслуг в кавычках. То есть, Я думаю, что за прямолинейность и остроту высказываний. смотрите. Я не, извиняюсь, я просто примерно могу представить, как бы, из-за чего в принципе люди получают этот статус. Это не всегда случается, там, он сказал или сделал вот это. Нет, это действительно совокупность. Да, я про это и говорю. Это настроение. Именно это так. атмосфера, которую Вайб. человек создает. Вайб. Да. Вайб, реально. Такое Нашли этот неологизм. законодательство у нас как бы из-за вайба мы даем некоторым людям статус иногента, потому что они производят определенную эмоцию, они воздействуют. Вот есть пафос, этос и логос. Определенную Вот некоторые иногенты воздействуют на пафос, вызывают в людях тревогу, вызывают какое-то тревожное ощущение, постоянно акцентируют свое внимание на самых неприятных вещах, которые происходят в стране. Даже если делают правдивую выборку, если мы говорим о журналистах, да, то делают выборку из каких-то определенных фактов. И эти факты могут быть правдивыми. Николай, давайте я задам вопрос. Понимаете, да? Но... Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. И вот я занимался на самом деле тем же самым. Да, то есть вот в этом стремлении в 2022 году максимизировать внимание в том числе. Секунду, Да, вы сейчас ответите. Да, Я на самом деле чуть-чуть по-другому хочу спросить. Это все понятно. Да. Это все понятно. Просто, ну, как бы, вайп у вас и вправду был неоднозначный. Неоднозначно. Мягко говоря, да. Я думаю, вы с этим согласны сейчас. И где-то с, наверное, конца 2022 года этот вайп начинает меняться, а когда вам дали этот статус, он прям резко изменился. И все понятно, как бы. Все по-человечески, все абсолютно понятно. У меня только один вопрос. Я не знаю, что конкретно вам понятно. Нам надо разворачивать здесь с вами вот все, что вы сейчас... Слушайте, мне понятно, смотрите. Видимо, давайте я договорю. Да, да. Видимо, в какой-то момент вы поняли, что перегнули палку. Вопрос... Все было на самом деле совершенно не так. Да, вы сейчас ответите. Да, то есть понятное дело, что вы наблюдаете там, предполагаете определенную мотивацию для действий. Я на это намекаю. Вы ее как бы трактуете, да? Да, есть, я намекаю, что скорее всего такая мотивация была. Да, я понимаю. И это нормальная мотивация, потому Конечно. что быть иноагентом абсолютно вообще не хочется. Отличная мотивация. Но только она мне была не присуща вот прям вот так вот, если вот чисто рассматривать. Хорошо. Несколько по-другому было, да. Так вот, если все-таки я прав, то первое, не стоило ли... А зачем было начинать? То есть, короче говоря, зачем было заходить не в ту дверь? Может быть, когда было понятно, что надо зайти в ту. Это первое. А второе, если я не прав, и это была какая-то ваша идейная история, то почему ваше перерождение так вот, ну, резко совпало вот с этим моментом дачи получения иноагентства? Да. Первое, что скажу, первое, что отмечу, что на самом деле не совпало. То есть для людей, которые не следят за развитием моего канала и вот точно не следили, какие репортажи и в какие даты выходили, может возникнуть ощущение вот этого резкого перехода. На самом деле он таковым просто не был. То есть классическая трактовка моего иноагентства звучит следующим образом. Я вот это слышу постоянно. Тебе дали статус иноагента. До этого статуса ты говорил вот одно. После этого статуса... Сейчас. Я говорю, что это просто классическое, что я вот встречаю постоянно. После статуса ты начал говорить какие-то другие вещи, а после того, как с тебя статус сняли, вообще какие-то другие вещи. Вот это классическая интерпретация. Такого просто нет. Это миф, это выдумка. Если я могу это просто подтвердить эмпирически. Вот вы можете зайти на канал и посмотреть, какой ролик выходил до иноагентства, до того, как мне его дали. До иноагентства, правда, вы уже начали, я подчеркну, вы начали менять вайб. Я, честно говоря, вы, видимо, чувствовали ситуацию. Нет. Я на самом деле был уверен, что мне не дадут статус иноагента. Дело не в том, что я там подкладывал соломку для того, чтобы, если дали бы, то я бы сослался на это. Такого не было. Я был уверен, что мне не дадут статус иноагента. И вот тот вот вайб в том числе, да, про который вы говорите, что вот, возможно, я его начал сочинять до того, как мне дали иноагента, вот за несколько месяцев, он на самом деле был раньше.
Вот в 2022 году, в апреле, да, когда только случилась специальная военная операция, я выпустил ролик на своем канале. Он набрал 3 миллиона просмотров. Этот ролик назывался «План Путина». Вот сейчас каждый может открыть этот ролик, начать смотреть только до конца. И обратить внимание, ну, какие вещи я отмечаю в конце, да. Про что я конкретно говорю, на чем я акцентирую свое внимание, на каких сущностных сторонах, на какой причинности я акцентирую внимание, из-за чего случился конфликт. То есть, какие дискурсы в принципе я начал рассматривать уже тогда, поняв, что это необходимо, поняв, что если я социально-политический блогер, который еще и вещает во время войны, у меня есть определенная ответственность не просто выражать свои эмоции, воздействовать на тот самый пафос, про который я вам сегодня сказал, на который воздействует большое количество журналистов. Мол, вот нам кажется, что что-то несправедливо, поэтому мы скажем, не разбираясь в причинах. Потому что если разобраться в причинах, то может оказаться, что история несправедлива некоторым под другим ракурсом. Я сразу же отмечал некоторые факторы, которые как бы выносят за скобки мои коллеги. Экспансию НАТО, да? Огромную историю международных отношений между странами, огромное количество решений, которые принимал лично Владимир Путин, огромное количество импульсов, которые исходило из нашей страны, если говорить о нашем желании вступить в разные союзы, в разные блоки, как в НАТО, так и в Евросоюз. Вот всего этого как бы было принято не замечать. Те люди, которые заинтересованы в развитии вот этой либеральной мысли, так скажем, им нравится смотреть на всю историю под таким ракурсом. Извините, что перебиваю, но вы же были либералом. Вы себя так обозначали. Да, очень четко. да. Я был либералом, но То есть вы так и делали, либералы, они тоже разные. Логично. Либералы есть левые, да, совсем левые, то есть леволибералы, да, условно, как мы их можем обозначить. Вы были правы. Есть либералы. социал-демократы, да, есть те, которые ближе к центризму, да. Вот если говорить там, почему моя риторика была такой, а не какой-то другой, потому что я занимал центристскую позицию. То есть, центристская позиция это, смотрите, Николай, в чем дело, да. уточнение, то есть на начало 22 года вы были Центристом. либералом. Я был либералом, центристом. да, я был центристом, я бы сказал, смотрите, вот есть вот эта шкала, да, которую мы все приняли. К слову, у меня у этой шкалы другая трактовка несколько. То Она есть очень неоднозначная просто. смотрите, я считаю, что она ее можно, я могу провести логику, по которой она будет казаться вам самой, что ни на есть однозначной. У меня есть определенная трактовка этой шкалы своя. Национал-социализм я тоже отношу к левым течениям, а не к правым течениям, как некоторые делают. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Я был центристом с либеральным уклоном. Назвал бы я себя либералом. Но тут смотрите, как вы хотите. Мы можем развивать вообще все, о чем я говорю. Я могу вам рассказывать про либерализм и почему вообще возникает эта либеральная идея, почему в нее верят, в том числе и люди моего возраста, там, миллениалы, подростки, в том числе и мои родители, на самом деле. Вот они укоренелые либералы, которые воспитывали меня в чрезвычайно либеральной среде, из-за чего я был либералом, но либералом, который в первую очередь хотел разобраться в истине. Они в Америке сейчас родители. В Америке, да, потому что многие либералы, они не хотят разбираться в истине. Для них в первую очередь идут либеральные ценности, которые они отстаивают. Если человек ставит перед собой либеральные ценности как главную ценность, то есть демократия — это цель, это не средство достижения чего-то, а это и есть сама цель, которая непререкаема. Все это превращается в религию, что нам кажется, что, вот, например, там, коммунистам казалось, что справедливость, да, это то, к чему мы должны двигаться, и это абсолютная ценность. А ценности другие, они как бы тоже вот несколько за скобках, то есть Бог там и так далее, какие-то другие, возможно, ценности свободы, например, они как бы выносят. Другие религии. Другие религии, да, другие религии. Вот есть либералы, которые борются за свою религию, за свою веру, потому что они почему-то верят в то, что этого нужно достичь. И неважно вообще, какие последствия могут быть, если достигать вот этой абстрактной ценности. Вот я такого мнения не придерживался уже тогда. Я был центристом, который в первую очередь... либералом. Умеренным либералом, можно так сказать, то есть как бы либеральный уклон. Я понимаю, что... Смотрите, в чем дело. Вот тут очень важный момент. Есть 3 взгляда. Я могу еще 4 назвать потом, но давайте сосредоточимся на 3. Это реал-политик, где, например, политик страны думает, что в первую очередь моя страна, в первую очередь нужно отстаивать интересы моей страны, есть другие страны, которые тоже отстаивают свои интересы, и мы вот в этих противоречиях строим этот мир. Есть конструктивистский взгляд, где здесь есть группа людей, здесь есть группа людей, они взаимодействуют, и мы как-то приходим вот к миру вследствие взаимодействия вот этих групп. А есть либеральный взгляд, да, это взгляд, где мы все идем к глобальному проекту унификации культуры и приведению всех к какому-то единому знаменателю, где в итоге одна страна возникает как идейный двигатель, как идейный реактор, который подбрасывает в эту общую топку идей, такие как демократия, например, или права человека, а все остальные должны согласиться с этим. И вот если они согласятся, если всех убедят мягкой или жесткой силой, мы придем к этому равноденствию. Вот это либеральная модель.
точки зрения Добро политологии там пожаловать. еще есть модели, но не Да, важно. Да. нет, четвертая модель, о которой хочется упомянуть, это модель, которую я отстаиваю сейчас. Это цивилизационная модель Хантингтона, соответственно, Хантингтон, да. которую он вот выразил как раз-таки в своей книжке «Столкновение цивилизаций». Вот я в данный момент времени придерживаюсь взглядов, в том числе То есть вы Хантингтона. отошли от Фукуямы, пришли Я к отошел Хантингтону. от последнего человека Фукуяма, мне кажется, что это большая утопия. Я вижу эмпирически, что Фукуяма просто ошибся, что такого не происходит. То есть, как в свое время ошибся Маркс, да, что в капиталистических странах рабочие начнут жить хуже по определению, да, потому что господа, они будут эксплуатировать их беспредельно. Вот. Такого не произошло. Даже без создания профсоюзов мы видим, что начиная с 80-х, 90-х годов 19 века, в целом, вот эти господа, они уже перестали так вот прям беспредельно эксплуатировать рабочих. Тоже в капиталистах есть какая-то нотка эмпатичности. То есть он был неправ. И Фукуяма был неправ. Не родился этот последний человек, не родился этот абстрактный гуманизм. Мы так или иначе придерживаемся каких-то понятий о самоидентичности, о ценностях, о вере, которые для нас важны. И не случится построение этой Вавилонской башни. И не может произойти оно по определению. Николай, чтобы пока мы не ушли в глубокие дебри. Нет, да, смотрите, Александр, тут просто очень важный момент. Дело в том, что мы очень часто на интервью не уходим в эти дебри, а потом мне люди говорят что-то вроде, вот неоднозначно у тебя позиция. Нет, я выражаю позицию очень, очень Да однозначно. нет, то, что вы сейчас говорите, вполне понятно как раз. Я выражаю позицию настолько однозначно, насколько очень мало кто в принципе выразит свою позицию. Просто вы привыкли, что вам это говорят, и у вас уже внутренний триггер, мне кажется. А так вы говорите... Не без этого. Да, Просто, вы говорите вполне понятные вещи. Я хочу для себя, и мне кажется, для зрителей это важно. Вы говорите, что у вас было искреннее перерождение, там, так это или не так, это уже вопрос, как мы вас видим. могу рассказать вследствие чего. Да. Извиняюсь, вследствие чего Совершенно, случилось, да. совершенно верно. То есть это произошло в 22 году. И мой вопрос, это начало происходить в 22 да, году. это следствие какого-то внешнего фактора и подстраивания, или это вот искренне вы в этот момент прозрели, осознали? Это абсолютно искреннее стремление разобраться в том, по направлению к каким ценностям, по направлению к чему мы все обязаны двигаться, и что присуще нашей человеческой сущности, что присуще нашей человеческой, в том числе и природе, да, как мы можем справляться с нашими соблазнами, с нашими грехами, и чему мы должны следовать-то на самом деле. И чему мы, если следуем, это приведет к хорошим каким-то последствиям. Просто диалектически можно рассматривать как либеральный проект, так и социалистический, так и национал-социалистический проект. И они все приводят к истончанию. Они все не могут ответить на главный философский вопрос. Главный философский вопрос — это как удовлетворить общее и частное. То есть как удовлетворить и общие интересы, как привести это к какому-то балансу. Это не главный все-таки философский вопрос. Нет, главный, вы мне скажете, бытие или сознание. На самом деле, главный вопрос политической Несколько, философии, если честно. главный вопрос политической философии, это как привести в баланс общее и частное. Как решить вопрос общего и частного. Там тоже есть разные подходы. Окей. Это на самом деле главный Я примерно услышал, что вы хотите сказать. Да, вот было, смотрите, короче, это было искренне. Смотрите, Давайте, Александр, да, вот эти идеологии не справляются с этим вопросом. То есть в какой-то момент возникло ощущение, что они справляются, да? Но в какой-то момент это перестало происходить. Тоже можно объяснить почему. То есть тут очень ответственен за это фактор секуляризации. Ну, давайте, да, мы просто сейчас совсем задавим. Я думаю, в полной мере примирить общественное и частное пока еще ни у кого не получилось, но мы все стремимся, мы ищем некий путь. Да, чтобы... Я не знаю, я вижу этот путь. Вы в целом. видите Ну, этот путь? конечно, да. То есть, это в первую очередь. Я надеюсь, вы пока не будете провозглашать себя мессией. Нет, я не Хорошо. пока, давайте. Хорошо. Было бы, да, интересно, конечно. Вы упомянули про родителей, которые в Америке. Просто маленький вопрос. Я так просто понимаю, что они других взглядов, чем вы немножко. Да, вообще других. А за кого они будут голосовать на выборах? За Трампа при этом. За Трампа. Да, Ну, при этом за Трампа. я хочу пояснить, мы снимаемся до того, да. как произошли выборы, да, и вот мы не знаем еще результата. За Трампа. Да, за Трампа. А вы сами, если бы были там, если бы имели право голоса? Да, я бы за Трампа тоже проголосовал, если честно. Ну, вы, в принципе, это логично. Это абсолютно, вот это как раз мне абсолютно более логично. симпатичен, конечно, Трамп. Да. Мне это абсолютно как бы родители, логично. если они либералы. Вот родители, да, но при этом, вот видите, они все-таки тоже либералы, стремящиеся к центризму. Они к равенству, да, они к равенству, например, результатов. То есть программа Харрис включает в себя пункт равенства результатов. Вот такой неотроцкистский проект. Им это тоже не близко, потому что они там, мягко скажем,
не очень относятся к идее там, Советского Союза, да, к советской идеологии в том числе, да, то есть к попытке всех уравнять, они в этом жили, они тоже как бы находят ту идеологию, которую может продвигать Харрис. Знаете, там тоже, вот я сказал про космос, если смотришь космос, то он начинает смотреть в тебя. Если борешься с Советским Союзом, то Советский Союз, он, так скажем, добавлен к твоему синтезу, к твоему результату. То есть вот это противостояние, оно не прошло бесследно для Соединенных Штатов Америки. Конечно. Да, то есть они некоторые идеи все-таки переняли от нас. И да, Харрис в большей степени их выражает. То есть, как мне кажется, что у Трампа как раз-таки более цивилизационный подход. У него классическая американская концепция такая еще. Да, да, да. Конца 19-го, начала 20 века. Я думаю, что она более привлекательна для самобытности культур как раз-таки, да, то есть, да, его стремление к изоляции, к отходу из внешнего контура влияния Соединенных Штатов Америки, конечно же, ослабит Америку, без этого там это не может произойти. Может произойти даже вследствие правления Трампа и крах империи этой, можно и так сказать, но все равно его взгляд, мне кажется, более взвешен и, что самое главное, более предпочтителен, как мне кажется, для нашей страны. Перестанет он Для с Хартлендом бороться, да? С кем? С Хартлендом перестанет бороться. Да, с Хартландом. Александр Гейлевич сейчас где-то высадился у нас. Да. Хорошо, хорошо. Примерно политические нынешние взгляды, Николай, ваши понятны. Да. Давайте сейчас немножко, мы к этому еще вернемся, да, еще поговорим, возможно, про это. Сейчас чуть-чуть вернемся к вашей блогерской. А можно работе. я вам вопрос небольшой задам? Пожалуйста. Вот по этой части, которую мы проговорили. Даже бесплатно можно. Бесплатный вопрос к Александру. Вот по той части, которую мы сейчас проговорили, понятна моя позиция? То есть вам лично? Или, может быть, возникают какие-то вопросы? Я политолог, поэтому... я понял. Да. Если зрителям что-то будет непонятно, они обязательно напишут. Вы даже не сомневайтесь. В комментариях и так далее напишут все, что думают про вас, про меня. Все будет. Нет, я просто как бы вот уточняю, что, может быть, вам как политологу, в том числе, и виднее. У меня потом будет к вам... Да. Мы на следующем... Хорошо, мы на следующем уровне об этом еще да, поговорим. Потому что мне как бы важно, чтобы вот профессиональный как бы политолог, он верифицировал. То есть вот понятно ли то, что я озвучиваю? Или это, возможно, где-то оно абсолютно истончается, оно не поддерживается. Абсолютно понятно. Я вам просто хочу показать здание, вот, которое я строю в своих мыслях. Понимаю. Дело? У меня просто есть чуть-чуть ощущение, что, вы знаете, у меня есть такой товарищ, который пару лет назад открыл для себя научпоп, и сейчас он немножко нейробиолог, немножко политолог, немножко антрополог. Я понял, да. То есть, нет, вам нужно нужно понять степень углубления, я понимаю. Что вы немного нахватались везде, да, из разных сфер. Несомненно, вы человек глубоко интеллектуальный, это факт. Но насколько вы сами для себя в голове это все укладываете в единую картину? Да, вот смотрите, вот это не факт. Мое призвание ответить вам на этот вопрос. Я-то как бы убежден, что, естественно, картина цельная. Я понимаю. Но она в какой-то момент была вообще не цельная. Если возвращаться к вашему изначальному вопросу, вот здесь вот где-то до 22 года, смотрите, в чем дело. Мне очень помогли мои педагоги, то есть мои наставники, так скажем. Я встретил некоторых людей, которые, как вот знаете, бывает, вот встречаешь какого-то человека, он акселерирует твое познание в верном направлении, открывает себе путь, освещает буквально тебе его, который ты бы и не нашел, возможно, еще 5-10 лет. Просто не смените ли вы потом точку зрения? Вот я вот об этом говорю. Вот мне был освещен путь. Этот путь сделал возможным выбраться в более высокие слои, из которых виднее как раз-таки вот эта космическая цельная картина, если можно так сказать. Потом вы вообще там улетите в созвездие Центуриона. Нет, в созвездие Центуриона это не самая высокая позиция, на которую можно встать. Это можно вечно летать. Да, это же... Нет, подождите, есть как бы, смотрите, есть нарратив религиозный, есть нарратив идеологический, есть нарратив социальный, правильно? То есть если мы думаем там о социальном нарративе, нам очень сложно думать о политическом нарративе, особенно если политический нарратив включает цивилизационный нарратив, цивилизационное мышление. Поэтому многие слушают, например, конференции Путина, они не понимают, о чем он говорит. Просто оно отскакивает, как от тефлона. То есть он озвучивает некоторые тезисы, и так как человек не понимает, он думает, это все придумано, и это на самом деле не то, что он сам хочет. Потому что вот здесь у них нет никакой синхронизации с этой информацией. И я также смотрел на это, на все. А потом, когда мне этот путь осветили, и у меня получилось, ну так уж как бы вышло, выбраться в более высокие слои, из которых просто как бы виднее, да, мне стало понятнее и логика. Вы сейчас чувствуете себя чуть-чуть Путиным. Я всегда чувствую себя чуть-чуть. Понятно. Вообще прекрасное ощущение. Вы никогда не чувствуете себя чуть-чуть? Я даже спорить не буду. Я не против иногда себя почувствовать чуть-чуть как Путин, но мне кажется, что все-таки... Смотрите, я просто все, что хотел... В этом и разница, что человек, обладая определенным
определенной информацией, ну, информацией как минимум, да, и человек, который просто почитал книжек, это немного разные 100%. Нет, истории. Александр, я не претендую, ну, извольте. Ну, конечно же, теоретическая база, вот если вы о ней меня спросите, у меня хорошая, правда хорошая. То есть я читал Ну, очень я не много... экзаменатор, поэтому. Вы не экзаменатор, я просто как бы сообщаю вам, потому что зашел разговор о целостности там, моего знания. Я говорю, теоретическая база замечательная, но я не претендую на то, чтобы эта теоретическая база подтверждалась некоторыми фактическими моими там измерениями, да, опытом, политическим опытом, вот полевыми переговорами там или еще чем-то. Всего этого у меня нет, к сожалению. Но вот этот каркас, исходя из которого я делаю какие-то Прочитанного. выводы, прочитанного, прочувствованного, Мгм. то есть, ну, то, что я прочувствовал просто, ну, это как это прочитать и просто зазубрить, вы, как знаете, это бесполезно абсолютно. Нужно это понять, нужно это прожить. Нужно это прожить не только через свою призму, но еще и через призму других людей, если чутко прислушиваться к тому, что они говорят, да. То есть понять, что у них это все стоит на каком-то фундаменте. Вот. И потом рождается, конечно, в какой-то, ну, я не могу претендовать, как вы, как любой другой человек, на какую-то абсолютную истину, да, на какое-то абсолютное познание. Но вот я вам сообщаю о своем каркасе, сообщаю о том, что исходя из того теоретического каркаса, гораздо легче смотреть за разными политическими событиями, за разными политическими деятелями. И если мы хотим в нем разобраться, я с удовольствием, я как бы не скрываю. Но этот каркас был не сформирован к концу 2022 года, вот уже к моменту статуса получения иноагентства я и продвинулся серьезно. То есть прошел год с начала войны, и этот год я весь потратил в попытках, конечно, разобраться, в попытках найти ответы, в попытках найти вопросы, которые следует задавать. Сейчас этот каркас достраивается, или Сейчас он этот уже каркас, построен? сейчас нет. Как вы это видите? Нет. Понимаете, в чем дело? Этот каркас еще можно и реставрировать. Этот каркас можно освежать. Капитальный ремонт, вот то, что вы спрашиваете, я делать пока что даже не собираюсь. Это как раз-таки про изменение, вдруг неожиданного изменения позиции в какую-то другую сторону. Пока вы сказали. Нет, понимаете, в чем дело? Ну, капитальный ремонт тоже не подразумевает себе перестройку всего здания. Капитальный ремонт подразумевает, возможно, перестановку некоторых стен, где стены это акценты, да, но они не меняют сути. Главное, Они не меняют главное суть не здания. сущий здесь То не есть, сносить. да. Так вот, безусловно, я этот каркас до сих пор там продолжаю достраивать, как и любой человек, который занимается какой-то мыслительной деятельностью. Я думаю, что Александр Гелевич Дугин тоже его до сих пор достраивает. Он не мог бы сказать, что вот все в нем уже готово. Вот просто абсолютно. И он уже ни о чем и не думает, он только размышляет о том, о чем он уже подумал до этого. Правильно? Да, то есть, конечно же, этот процесс происходит на протяжении всей жизни. Не только у меня, но и у всех там великих философов, которых мы можем коснуться. Хорошо И у сказано, не Бердяева. только у меня, но и у Да. всех великих И у философов. Фихте, понимаете, сколько, и у Ницше. У великих и скромных философов. Я бы добавил. Они никогда не были скромными, Александр. Окей, я О чем понимаю, говорите? да. Зачем нам это качество, да? Нет, Вернемся к качество, вам. кстати говоря, хорошее. Я Соглашусь. поэтому не претендую ни на какую абсолютную истину. Можем просто конструктивно с вами обсудить, Да, к чему я но пришел. мне кажется, как раз то, что вы не совсем скромны, это отчасти и сделало вашу карьеру. А вы прям ее сделали. Вы в очень молодом возрасте прославились на всю страну. Я просто, я вас немножко старше. Наверное, мы с вами из одного поколения, но вы такой поздний миллениал, а я ранний миллениал. Вот, я 80-й родился. И я вас видел по телевизору, я видел и Ракамакафон, но, честно говоря, это так, это было скорее развлечение. А дело Шурыгиной прямо сделало вас известным. Хорошо, что вы о ней вспомнили. Я все ждал, когда же мы в разговоре о Шурыгина, цивилизационном... когда эта фамилия прозвучит. О цивилизационном воздействии. Я понимаю, когда эта фамилия. И смотрите, ваша позиция по Шурыгиной, особенно сейчас, в прошествии, когда там все это развернулось, она, по-моему, в OnlyFans ушла, насколько я помню, потом. Там много чего было, да? Бросила одного мужа, другого мужа, или, может, только одного. В общем, как-то развернулась ситуация, и ваша позиция, критическая по отношению к ней, сегодня выглядит, в принципе, реалистичной. То есть, что, наверное, вы были правы. Тогда все было не так однозначно. Никогда вообще не однозначно, на самом деле. Мы можем даже сейчас сказать, что, может быть, я был тогда неправ. И, скорее сегодня видится так, что вы были правы. Я тогда тоже скорее видел, что я прав. Окей. Но нет ли у вас ощущения, поскольку вы же сделали на ней свою карьеру, и на ней, и на этом парне, который пострадал, Семенов, по-моему, фамилия у него,
Вот вы даже не помните его Ага. фамилии сейчас. Семен, конечно, я помню, Сергей Семенов, естественно. Помните. Я даже знаю, чем он занимается сейчас. Да. Вот у вас нет ощущения, что вы, я даже не говорю, что это плохо, что вы использовали эту историю, трагедию этого парня, помочь вы ему не помогли, использовали, чтобы подняться, чтобы добиться тех достижений, которых вы в итоге добились. Вот видите, вы подложили под меня определенную мотивацию. Я могу как бы только лишь слушаю ответ. оппонировать, да, что вы подразумеваете, что моей мотивацией тогда был хайп, то есть главная моя цель была хайп, упоминаемость, и второстепенно вот эти вот люди, которым я хотел помочь. Это То есть не так? я использовал людей как средство для достижения другой цели. Единственное, что я могу сказать, что для меня с момента начала моего проекта Ракамакафо, где мы проводили большое количество социальных экспериментов, где мы как раз-таки призывали к самым что ни на есть христианским ценностям, на самом деле, что меня впечатляло больше всего и что как бы освещало вот этот путь, что давало мне возможность удерживаться на плаву в течение долгого-долгого времени. Что для меня вот целью, как бы, сложно себе представить некоторым, возможно, зрителям, являлась именно помощь. Именно люди являлись для меня целью. Именно в том числе тот молодой человек являлся целью. И именно поэтому я звучал так искренне. Не потому что я хороший актер, который преследует целью хайп, и выходят на сцену передачи Малахова для того, чтобы покрасоваться. Вот тогда бы зритель, которого тоже нельзя принижать в этой истории, почувствовал бы эту фальшь. Почувствовал фальшь, как мы чувствуем фальшь от любого из зрителей, сидящих в зале, которые мало задумываются над героями истории, которые приходят на одну передачу, на вторую. Вообще не важно, в принципе, Вы кого сейчас отставить. всерьез говорите мне, Да. что вы пошли на передачу к Малахову отстаивать христианские ценности? Да, нет, в чем дело? Христианские ценности я, возможно, тогда не выводил, да, что я вот иду, звучит... И вам было не до хайпа, смотрите, не за хайпом вы туда пошли. Понимаете, в чем дело? Когда человек совершает какое-то справедливое действие и чувствует себя хорошо при этом, это еще не значит, что его ощущение хорошего, да, ощущение чувства, вот того чувства, которое посещает, когда ты совершаешь справедливый поступок, является первоочередной целью. Если мы, когда там обращаемся к Богу, когда думаем о Боге, чувствуем при этом себя полноценными, еще нельзя сказать, что это чувство является целью, правильно? Но если это возникает по пути, то мы не можем обвинять человека в отсутствии нравственности, если у него это хорошее чувство возникло. То есть здесь я выступаю на самом деле против Канта, который говорит, что нравственный поступок не должен сопровождаться хорошим ощущением. То есть если ты переводишь бабушку через дорогу и при этом ощущаешь, что ты сделал хорошее дело и чувствуешь себя хорошо, это еще не значит, что ты не стремился к нравственному поступку и не являешься нравственным человеком. Кант Я отвечаю, это Александр, хайп. я отвечаю конкретно на ваш вопрос. За хайпом вы пошли? Я сейчас отвечаю конкретно Так. на ваш вопрос. В том числе для меня хайп, медийность, карьера представляла определенное значение. Было бы лукавством говорить, что я об этом не думал совсем. Просто вынес это за скобки и не акцентировал на этом ни секунды своего внимания. Но я как человек, который занимался социальными проектами, я как человек, который просто знает, что внутри него за стремление вообще к осуществлению, то есть к чему он конкретно стремится, что его конкретно зажигает. Опять же, почему я на протяжении такого огромного количества времени, столкнувшись с таким безумным количеством проблем, не сдался на этом пути. Вот если преследовать те ценности, о которых мы говорим, а это в иерархии ценностей наиболее низкие, материальные ценности, да, субъективные блага, то человек просто, на самом деле, просто по моему опыту я скажу, не выдержит этого пути. Это будет очень сложно. Это зависит от воли Смотрите, человека. Да, воля тоже зависит от Воля того... не всегда связана с идеологией. Воля очень сильно стремится к ценностным объектам, к которым она целеустремляется. То есть, если ты ориентируешься вот на это, то очень быстро, по опыту говорю, опять же, только по опыту, перегоришь на этом пути за 3, за 4, за 5 лет. Я наблюдал безумное количество блогеров, которые вот так вот именно отлетали. Потому что они начинали крутиться здесь как белки в колесе, для них цель становилась средством, и они полностью выпадали из всей вот этой медийной системы, потому что они не чувствовали мотивацию. Вы пошли и за хайпом, Смотрите, но хайп не был основным. Да, вот совершенно верно. Вот я здесь на вашем интервью, учитывая, что вы так как бы к месту вспомнили про историю Дианы Шурыгиной, это на самом деле правда важно, потому что это раскрывает и при этом знакомо для зрителей. Я в первую очередь, конечно же, всегда стремился к тому, чтобы кому-то помочь, к тому, чтобы добиться этой справедливости. У меня вот с рождения, наверное, благодаря моей маме,
чувство справедливости, оно обостренное. То есть каждый раз, когда я чувствовал несправедливость в школе или в университете, ну, вы знаете таких людей, вот есть, которые сидят на задней партии, там происходит что-то, они даже ухом не поведут. Вот я вот был никогда не из тех просто. То есть если происходила какая-то Дрались беда, за всех слабых. если происходила какая-то беда, какая-то несправедливость, если кого-то там обижали, если там даже меня там несправедливо обижали, я это чувствовал всегда очень обостренно. И я никак не мог это выкинуть, даже когда я начал заниматься тем, чем я начал заниматься. То есть, опять же, самое яркое воспоминание из начала там, моей карьеры, вот когда мы делали социальный эксперимент, это когда мы сделали эксперимент «Человеку плохо», где мы изображали человека, которому плохо на улице, и пытались определить, сколько людей подойдет. Вот самое яркое впечатление, самое яркое воспоминание, которое меня посещает до сих пор, это когда нам написали в комментариях: я посмотрел ваш эксперимент, я проходил мимо человека, которому стало плохо, я подумал, что это алкоголик, я прошел мимо, а потом вспомнил, что может быть и по-другому, может не алкоголик. У меня закралась мысль, потому что я недавно посмотрел ваш эксперимент. Я вернулся, оказалось, что у женщины был инсульт, и человек спас эту женщину. Вот ничего ценнее ты не можешь в жизни найти. Никакое другое чувство подписчики, никакое чувство там объективного или субъективного блага, никакие рейтинги, никакие деньги тебя не могут наполнить этим вечным, над актуальным. Ну, ничто не справится. И как только ты это понимаешь, ты понимаешь, на какой жизненный маяк нужно ориентироваться, То есть, в какую когда сторону нужно все это плыть. происходило, вся эта история с Шурыгиной, я, кстати, по-моему, могу ошибаться, но, по-моему, в тот момент ваш канал YouTube был самым быстрорастущим YouTube-каналом в мире. Очень приятное побочное явление. Вы так это правда? Вы сейчас искренне говорите, что вы так это Абсолютно. воспринимаете? Просто, ну, по кайфу. Нет, Все хорошо. потом, смотрите, с течением времени, как остыла эта история, и парни выпустили. Конечно же, для меня в моей памяти все равно очень ярким осталось воспоминание о том, как крутился этот счетчик. Я не могу тоже сказать, что нет, мне это было там неприятно. Мне очень было приятно, что я нашел отклик среди людей. Мне вообще было приятно, что столько людей, у которых вот эти как бы мысли и ценности находят отклик. Послушайте, ваша позиция была изначально, ну, конечно, она была хайповой, но она была, понятно, изначально близка большинству. Шурыгина вызывала у большинства отвращения. Я вообще, смотрите, и поведением. Вы выделяете все истории как бы отвращения. Я считаю, что люди также... Ну, я просто к тому, что вы занимали позицию изначально популярную. Это не было... Я не выбирал популярную позицию занимать или менее популярную. Я вообще такими категориями не мыслю. Занять более популярную позицию или чуть менее популярную, но более адекватную. Вообще в целом популярность за скобки выносится. То есть я сейчас занимаю вообще непопулярную позицию. Давайте так. Я про нематериалистическую позицию. То есть мой идеалистический взгляд на естественную теологию, он настолько Николай, не близок ваша к всем. позиция, которая по многим пунктам мне самому близка, она, нам так повезло, наверное, она абсолютно совпадает сейчас с государственной позицией, и она абсолютно мейнстримная, будем откровенны. Поэтому ее занимать приятно и так далее. Вы не поняли, про какую конкретную позицию. Я не про политическую сейчас. А Я же очень много делаю выпусков про религию. Да? То есть я очень много говорю там, про Бога в том числе. Про это, я не знаю, смотрите, я не выбирал. Что здесь тоже все мейнстримно сейчас. Может быть, действительно, я ошибаюсь, это действительно какой-то мейнстрим. Я на самом деле очень буду рад, если это будет мейнстримом. Вот тут важно сделать этот акцент. Я буду вообще, если моя позиция вдруг неожиданно совпадет с мейнстримом, естественно, теология действительно будет переживать новый расцвет, то я буду самым счастливым человеком. Я вообще клянусь, я больше всего хочу верить в то, что этот изгиб нас ждет на повороте. Вот именно такой поворот нас ждет впереди. Вот я буду самым счастливым человеком. Говоря о теологии и говоря о ваших вообще роликах, различных ваших выпусках. Я многое посмотрел. У вас такая невероятно интересная, эксцентричная подача, надо сказать. Вы очень часто говорите о чем-то, как будто вот вы только погружаетесь в это, но потом разобрались. Я выделил для себя несколько роликов, таких самых, на которых бы я хотел сосредоточиться. И вот, например, один, который мне просто довольно понятен, и в котором я думаю, что немножко разбираюсь. Это про арабо-израильский конфликт. Там есть очень много спорных моментов, это мягко говоря. Там, не знаю, вы опираетесь на Илона Папе, да, и Бенни Морриса, которые... Илон Папе просто судом признан фальсификатором, Моррис очень неоднозначен. Вы говорите, что ролик, он как бы
всеобъемлющий, а он все-таки занимает одну позицию. Причем я считаю, что человек имеет, и блогер, в том числе обозреватель, имеет полное право занимать только одну позицию. Например, у вас она пропалестинская. Это ваше право. Ну, Но антиимпериалистическая, в первую очередь. Ну, допустим, секунду, да. секунду. Антиколониальная. Но, как бы, смотрите, это смотря что считать колониализмом. Но тогда, если вы занимаете эту позицию, вы об этом честно и говорите. Я занимаю такую позицию, и у меня вот такой набор аргументов. Вы не говорите, что это некий взвешенный ролик. Но был момент, который, честно говоря, меня очень удивил, и я его просто не ожидал от вас. Я хочу о нем вас спросить. Хорошо. Я вот на самом деле, когда только увидел, я подумал, что хорошо бы сделать с вами интервью и задать вам этот вопрос. У вас там в ролике есть такой промежуток, буквально там на пару секунд, когда вырвана абсолютно из контекста фраза одного раввина, и он говорит, в иудаизме Бог это сатана. Это абсолютно вырванная из контекста фраза, непонятно, что до, что после, и как бы и понеслось дальше ваше повествование. И у людей, очень неприятные мысли в этот момент в голове возникают. Я помню эту шутку, да. Теперь, мне как человеку немножко представляющему себе религию, в том числе иудаизм, я понимаю, что он имел в виду, и я уверен, что эта фраза была сказана им в контексте. В иудаизме... А вы смотрели ролик, на который я ссылался? Ну, откуда есть? Я смотрел, там тоже есть контекст. Я согласен, что этот раввин довольно криво сказал. Ну, конечно, да. Очень криво. Секунду, но вы умный человек, Николай. Давайте я поясню. Да, хорошо. Вы умный человек. И да, вы многое прочли. И я уверен, что вы прекрасно понимаете и знаете, что в иудаизм это такой, скажем так, монотеизм на максималках. И там просто ангелы, согласно еврейской теологии, они неотделимы от Бога, они часть вот этой божественной системы, они некое продолжение функции Бога. И там сатана, да, он не является каким-то восставшим ангелом, он не оппонент Бога, это такой ангел-прокурор, как это, в принципе, показано в книге Иова, ангел-прокурор, который по заданию Бога там, обвиняет человека, но он неотделим от системы Бога. И это то, что пытается сказать этот раввин, что в рамках иудаизма все от Бога, и даже вот тот вот сатан, он как бы не, это, кстати, переводится сатан как оппонент с иврита, с древнего иврита. Это, получается, даже не его имя, это его должность, как бы, да, вот оппонент в суде. То есть даже сатана это тоже часть этой божественной системы, а не что-то отдельно восставшее плохое. С этой теологией можно спорить, соглашаться, не соглашаться, я сейчас не про это. Я понимаю, да. Но вы же прекрасно все это, я думаю, понимаете сами. Зачем было доходить до такой манипуляции? Ведь это же такой совсем пещерный антисемитизм на уровне средних веков, когда евреев обвиняли в том, что они там, не знаю, от дьявола. Понимаю, да. Я честно скажу, Александр, я пересмотрю конкретно кусок, потому что я честно помню вот как бы то, про что вы говорите, да, я помню, что эта ставка действительно небольшая. Я освежу в своих воспоминаниях контекст, в котором это было произнесено. Возможно, это действительно было совершенно некорректно вставлять. То есть мне нужно, просто год прошел с ролика, я, честно, не пересматриваю свои ролики никогда. Мне нужно пересмотреть, возможно, это было вот именно так, как вы об этом говорите. То есть, возможно, это было совершенно неуместно, я не исключаю. У меня, честно, спустя год есть много вопросов к этому ролику. Даже интересно, что вы его вспомнили, потому что я буквально 2 дня назад разговаривал с инагентом, с признанным инагентом Александром Штефановым, историк, достаточно молодой, да, то есть вот сейчас такой популярный в политическом. Главный враг Стаса и как просто. Главный враг Стаса и как просто, как раз таки, да. И он выпустил свой разбор арабо-израильского конфликта, а потом выпустил разбор на мой разбор арабо-израильского конфликта. И я, как человек, который в первую очередь обращает внимание, опять же, на суть, да, хотя там на его разборе была превьюшка, где снова в какой-то там эмоциональной позе. И я понял, что контекст, как бы, комментарий, возможно, был дан там негативный. Но я не стал смотреть разбор, мне было интересно сразу же узнать его мнение. Я сразу же ему написал, типа, Саша, я видел, ты выпустил разбор на мой ролик. Скажи, пожалуйста, в чем я был неправ? Мне просто вот интересно узнать. А вы с ним в дружеских отношениях? В нормальных отношениях. То есть в целом в приятельских отношениях я дебатировал с ним на тему как раз-таки там, политических позиций, его политической позиции, на тему пацифизма, на тему толстовщины. И мне было интересно, вот как он, как историк, разобрал мой ролик и что он конкретно нашел в нем вот, недостоверного. Про эту цитату мы не говорили. Он мне лишь там как бы сказал, что по его личному мнению не стоило делать такой перекос в сторону интерпретации Илона Папы. И с этим я, конечно же, в большей степени согласен. Я спросил также его, а что тебе кажется в тех представленных Илоном Папой фактов, недостоверного прям совсем, которые я использовал. Он некоторые моменты
для меня там прояснил, да, что иногда Илон Папа ссылается на документы, которые видел только Илон Папа, Он например. фальсифицирует их просто. Это то, что судом признано. Да, то есть он иногда ссылается на... Опять же, это скорее идет как дополнение к общему повествованию об этнической чистке, которая все равно происходила. То есть тут дело в том, что вот если разбираться в вот этих исторических нюансах, можно подкопаться как бы к самой сути, а можно обсуждать, что он там конкретно фальсифицировал с точки зрения предоставления документов по резне в Дер-Ясини, например. Там и проблема в том, что как он подавал это за счет фальсификации, делает военные действия, которые происходили, это факт, что там были военные действия, этнической чисткой. Но по факту этнической чистки там не было. И именно поэтому ни один международный суд этой этнической чисткой не Смотрите, признал. с такой трактовкой я просто не согласен. Окей, это я понимаю. Да, но я сейчас, если честно, я не хотел даже уходить в этот Да, спор. давайте не будем, просто я скажу. Я понимаю это прекрасно. Я хотел именно вот про этот момент, Я который понял, довольно я однозначный, понял. который он даже не про арабо. Да, я извиняюсь. Он как раз про я религию. извиняюсь, Александр, что я отвечаю так, как я отвечаю, но я отвечаю так, как я чувствую. Я мог допустить большую ошибку в данном случае, и это действительно могло пахнуть тем, о чем вы сказали, антисемитизмом. Да? То есть мне нужно пересмотреть контекст той вставки и пересмотреть контекст, в котором она была вставлена в мой ролик. И, возможно, ее вообще стоит немедленно вырезать оттуда, потому что она несправедливая. То есть и я этим обязательно там займусь, опять же, если пойму, что все так, как вы говорите. Но конечно, в качестве там оправдания, да, не буду отрицать, что это оправдание, хоть оно и нелегитимное, я считаю. Ролик был подготовлен, ролик на 1:40 был подготовлен за достаточно короткое время. Понятное дело, что я мог его и не готовить в такое короткое время. Но да, там могли быть оплошности с точки зрения там исторических фактов, потому что, опять же, вот даже того же Илона Папы я рассматривал, как я сказал, вот Александру Штефанову, когда мы с ним об этом общались, в контексте в том числе и фильма, где он участвовал как спикер, да, это фильм, который выиграл много наград там и так далее, я на него в том числе тоже опирался. Ну, к сожалению, не было времени исследовать все вот эти источники, да, а потом исследовать все, что говорят об этих источниках, а потом исследовать то, что говорят об этих источниках те люди. Они говорят вообще как бы легитимно, а они-то сами не фальсификаторы, фальсификации. Скажем так, там было, как мне кажется, просто достаточно, если вы доверяете, я-то обоим не очень доверяю, но если вы доверяете Илону Папу и Бенни Моррису, мне кажется, достаточно было послушать, что они говорят друг о друге. Просто я знаю, что Папа фальсификатором прямо Моррис называет. Да. Хорошо. Я не только на них опирался, давайте будем честными. Не только на них, но там значимая часть. Значимая часть, связанная с этнической чисткой, да. То есть все ваши выводы, они, собственно, строились вот. Нет, знаете, в чем дело? Смотрите, я объясню, на что я опирался в первую очередь, вот если честно. То есть историки, да, на которых я много опирался, они были все-таки дополнением, но в повествовании об этнической чистке в первую очередь я опирался на письма Бен-Гуриона. То есть для меня они имеют... В переводе кого? Я понимаю, да, в переводе... извините. Да, а там прямо именно по суду, опять же, я не ошибаюсь. Эти моменты как раз-таки разбирал Александр Штефанов. Я не знаю, мы что с ним он сошлись, разбирал, что... Да, но то есть то, что он извратил эти письма и какие-то вещи переводил целенаправленно, неверно, это прям установлено. Все-таки формально неверно, не сущностно. Ну, то есть сущностный посыл Бен-Гуриона остается... Это меняло сущностный посыл. Хорошо, окей, мне еще раз, я не хочу... Эти моменты разбирал Александр Штефанов, я с ним поговорил на эту тему. Я еще не успел посмотреть его ролик, это было 2 дня назад, но мы с ним сошлись, что ставить под сомнение сам факт этнической чистки мы не можем. Я в том числе, я не готов здесь рекламировать иноагента Штефанова, я все-таки... Помимо Папы... Я знаю, кто он, я к нему довольно критично отношусь. Да, помимо Папы и Морриса я опирался еще на Кирпиченко, на историка, который ультралевый историк, ну да, в целом, к которому тоже есть вопросы. Да, это мягко говоря, это просто мягко говоря. Продолжая про вашу блогерскую деятельность и про различные обзоры, которые вы выпускали, была история, которая, можно сказать, это как история, это не история, это прозвище, которое вам дали, которое, в принципе, отражало в какой-то момент посыл, с которым вы выходили в блогерское сообщество. Коля Хейтер. Вас так называли. Причем и друзья, и враги, и те, кто о вас хорошо отзывался. Вы знаете почему? Знаю, да. Это не так важно в данном случае. И, собственно говоря, основная идея была в том, что вы обожаете скандалы. Вы обожаете вот эти конфликты и на них поднимаете, опять же, хайп. В 22 году произошло перерождение. А вот если все-таки брать до этого, вы согласны, что вы за счет просто скандалов с разными блогерами, другими,
срачи, назовем это так. Давайте сразу же объясню. Опять же, спутано средство и цель. То есть целью не был скандал. И смотрите, вот всех почти с кем я скандалил, как вы говорите. Цель это была хайп? Нет, Нет, цель это- это в том числе был хайп иногда. То есть, ну, я не говорю, Только что... не говорите, что целью там конечно. вашей ругани с Лев против Конечно, было лицемерие, продвижение да, каких-то конечно, да, ценностей. естественно, абсолютно точно вам скажу. Потому что есть проект, который не соответствует, он несправедлив, он, то есть, привносит в общество больше деструктива, чем позитива. Это как бы очевидно. То есть и Просто тут вы сражались за христианские ценности. Я всегда сражаюсь и всегда пытался Да. сражаться за христианские ценности так или иначе. Если посмотрите все мои ролики и общую подачу моих роликов, вы сразу же поймете, что я конкретно отстаиваю. Сейчас, конечно, странно этим заниматься в 2024 году, но если вспоминать и разбирать суть моих претензий к тем видеоблогерам, с которыми я скандалил, это всегда имело какое-то сущностное ядро, которое было связано так или иначе с ценностями. То есть, если кто-то кого-то оскорблял или задевал, или превозносил, да, хотя, конечно, исходя из моего сопротивления, было и превознесение. То есть этот грех самый мой любимый, можно сказать, да, то есть гордыни много, и с ней справиться очень сложно любому медийному лицу, это я как бы ни в коем случае не отрицаю. Но, конечно, мое сопротивление было в первую очередь продиктовано той несправедливостью, которая, как мне казалось, была внесена вот этими элементами, да, такими как Дмитрий Ларин, такими как Афоня ТВ, да, которые как раз-таки преследовали, вот, как мне лично кажется, до сих пор причем. Те самые цели, вот те самые цели-средства, хайп, подписчики и так далее, которые мне претили. Просто дело в том, что я начал с другого. Вероятно, вот этот вот весь мой лейтмотив, он и был в том числе продиктован стартом моей карьеры. А старт моей карьеры, то есть карьеры, опять же, громко звучит, но старт моей деятельности был в первую очередь связан с социальными экспериментами, с социальными темами, с темами взаимопомощи. И это не случайно. Вот я просто могу сказать вам, Александр, что это на самом деле, как я сейчас анализирую, исходя из своего прошлого, исходя из тех мыслей, которые меня тогда посещали, не случайно. То есть мы могли начать снимать что угодно. Могли начать снимать пранки, как Эдвард Бил или Михаил Литвин. Но не начали. И это вопрос, очень серьезный вопрос, который я себе задаю. Почему я начал снимать то, что я начал снимать? Почему мне было интересно именно это? Почему наибольший эмоциональный отклик у меня был вот к этому конкретно? Я так, в общем-то, и продолжал. То есть я и начал-то, на самом деле, из-за того, что это во мне уже было. И продолжил, потому что это во мне было. Иногда был велик соблазн. Иногда я в большей степени мог сбиться с пути. Например, есть несколько роликов, которые я не считаю справедливыми и легитимными в принципе. Ну, вот, например, первое, что мне приходит в голову... Своих был... или чужих? Своих, да. У меня был ролик про Влада Бумагу. Мне сейчас, вот я анализирую себя, кажется, что я действительно это вытянул в большей степени. То есть меня не настолько возмущала проблематика, насколько меня к себе тянула вот эта цель заполнить, опять же, пространство единицей контента, во-первых, какой-то хайповой единицей, и преследовать цели, набрать. Вот в этом данном случае я могу сказать, что я поступил недобросовестно. То есть, наверное, вот это тот немногий случай, когда меня больше привлекало не тот образ отстаивания какой-то ценности, потому что это меня в первую очередь двигает. Это первая моя мотивация, ответ на ценностный объект. А в большей степени меня привлекали здесь вот эти вот именно материальные блага, связанные с повышением просмотров, упоминаемости и так далее. Вот это один случай, который я могу рассмотреть. Мой конфликт даже с Дмитрием Лариным, он всегда, вот часто спрашивает, это были постановочки, который Коля хейтером. Его не признали иноагентом. Его не признали. Его признали. Его не признали иноагентом, точно, не признали. Даже тот конфликт, скандал, да, из которого родился Коля Хейтер, он в первую очередь был связан с тем, что мне не нравилась форма публичной деятельности Дмитрия Ларина. Она меня просто своим самим значением провоцировала. Я не мог не откликнуться на это. Я чувствовал, что это неправильно, это неверный посыл. То есть уже тогда я рассуждал политически на самом-то деле. И опять же, это не случайно. Уже тогда был большевиком. Не большевиком. Я шучу. Нет, уже тогда был этот вектор, то есть вектор на какую-то целостность, который хочется приводить все. То есть Николай, какой-то, да. Хорошо. Это абсолютно Просто оно так все, ну, как бы
Мы же, ну, нет, детектор лжи на вас Да, не если повесим, не да. надо детектор лжи вешать. Просто меня... Вы же разговариваете А с живым человеком. вы очень искренне рассказываете. Я абсолютно искренне. Спору нет, еще вы приятный человек, и поэтому вам хочется верить. Спасибо. Но как-то так получается, что всегда вот эта ваша борьба за справедливость всегда была, ну, приурочена понял, да. каким-то хайповым моментом. Да, То да, есть да. там тот же, вот вы говорите, там ролик про арабо-израильский конфликт, что вы в ППХ выпускали. А почему в ППХ? Ну, мне понятно, почему, потому что инфоповод сейчас. И смотрите, нельзя смотрите, упустить. я- Сейчас, секунду, дайте задам. И так оно про все. И переходя даже вот к Я настоящему объясню. моменту. Да, 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 я У вас объясню. сейчас... Смотрите, можно я вот сейчас вот отреагирую на это конкретно? Про что? Про то, что это всегда было совмещено. Это просто тоже Не, не я случайно. хочу... Да, я понимаю, но я про сейчас, оно прямо сейчас подобное происходит. Мгм. Есть человек, очень неоднозначный, мне неприятный, по фамилии Маркарян. Да, да, да. О, Да. отлично. Вот. Вот это самое... Вот, Понятно, что его долбать, особенно как бы для человека таких пророссийских взглядов, как вы, как я, это приятное занятие, это хорошее занятие, но просто вы его начали долбать в очень такой удобный момент, когда на этом можно опять же поднять хайп. Нет, И смотрите. сейчас вы, по-моему, если не ошибаюсь, вы меня поправите, Да. 7 числа вы едете в Дубай. Дубай Да. на дебаты с ним. Верно. На дебаты. А одна из претензий к Маркаряну, что он наживается на людях, да, что он там с них... Нет, это не Ну, знаю. одна из, одна, я видел это в вашем ролике, там много претензий, Ну, а я не это говорю, точно что не основная. не основная, но одна из. Теперь, вы едете на дебаты с ним, я не знаю, платит вам за это или нет, не знаю, там, оплачивает вам билеты или вы сами оплачиваете. Сам оплачиваю. Ну, это вы сами Нет, сможете мне сейчас никто сказать. не платит за Но это. он, как я понимаю, как по крайней мере, что написано в Да. интернете, он продает уже на это действие, на ваши публичные дебаты, там будет аудитория, продает билеты и получает с этого деньги. То есть вы помогаете ему еще заработать денег. Ну и говорить, что это только идеология, и вы не пытаетесь уцепиться за хайп, ну как-то не совпадает. Нет, хайп, смотрите, хайп всегда возникает, когда ты ярко касаешься какой-то актуальной Ну темы. просто Хайп, без смотрите. хайпа, где нет хайпа, мне кажется, вы не сильно интересуетесь. Вот А этой я объясню темой почему. Смотрите, справедливости. у меня есть цель. Это цель продвинуть определенные идеи и ценности, в которые я верю в этот момент времени. То есть я стараюсь их модифицировать, я стараюсь их улучшить, я стараюсь улучшить форму, то есть я стараюсь углубиться в содержание. И я формирую некоторую идею, как там, лидер мнений, как многие там называют, подписывают и так далее. И для того, чтобы продвинуть эти идеи, мне нужно создавать трибуны. Все. Весь вопрос-то только в этом. Конечно же, я касаюсь того, что наберет больше охват, потому что с помощью этого охвата я смогу своей идеей привлечь внимание большего количества людей. Если На вас тему так вопрос билетов. справедливости важен, ну возьмите неизвестную тему, раскрутите ее, защитите какого-то невиновно пострадавшего. Нет, я так тоже много раз делал. Ну, видимо, не зашло. Видимо, не Заходил. У какой-то нас были известный- истории с Машей Комиссаровой, у нас была история с врачом-ветеринаром Александром Шпаком, например. То есть много раз я касался Ну, просто, истории, видимо, которые... меньше стало известно, потому что вот Ну, самые ну, известные смотрите, ваши я- темы, это которые, Да, вот, да, когда я вы на самом деле, подскакивали под хайп. если бы регулярно я имел бы возможность выпускать свой ролик, например, каждую неделю, то я бы затрагивал большее количество тем. Но, к сожалению, так как мой контент связан с очень детальным, с очень тяжеловесным аналитическим разбором и занимает просто очень много времени на продакшене, то мне приходится, чему я сам, на самом деле, не то чтобы прям рад, выделять только самое значимое, и с помощью чего я могу организовать для себя трибуну для того, чтобы какие-то ценности и какие-то идеи продвинуть в общество. Этим занимаются на самом деле все. Ну, то есть буквально как бы все, выбирая между трибуной, где ты можешь озвучить идею на 3 миллиона, и такой же трибуной, но на 500 000, если ты веришь в какую-то идею, и твоя главная цель ее продвинуть, ты выберешь трибуну там, где 3 миллиона. Спору нет, просто не все при этом постоянно заявляют о своем, ну, как бы, не все при этом так сильно одевают белое пальто, понимаете? То есть вы все-таки постоянно говорите, это да, но это вторично. Если вы сказали, хотя бы это 50 на 50, я и делаю карьеру, я и делаю хорошие дела, ок. Но вы такой, Но это вот, не 50 на 50. вот карьера вот где-то вот 10%, а вот моя, там, не знаю, искренность, Это социологический мой, подход. мой вот этот нимб над головой, это вот Смотрите, там, Александр, 90. тут этот статистический подход очень сложно как бы примерять, потому что я считаю, что вот в иерархии этих ценностей, о которых мы говорим сейчас, да, тут разница-то не количественная между ними, то есть это качественная разница между ценностью, например, там, какого-то ценностного блага, да, и между субъективным удовольствием. Ты не можешь сравнить свое ощущение во время секса и ощущение при лицезрении заката, например, да, эстетическая ценность.
или, например, о мысли о Боге, да, ну, то есть это качественная разница, поэтому процентовку здесь сложно очень делать. Я мог бы сказать вам, но это очень вульгарно бы звучало, что на 80%, на 90% я преследую ценность Ну, примерно так и глобальную, говорите. То да. есть Нет, вульгарно могу сказать. ну, вы примерно на это намекаете, Это да. просто дело в том, что если бы я не преследовал эту ценность, меня вообще вот это бы не интересовало. То есть хайп ради хайпа меня не возбуждает, меня не привлекает на самом деле. То есть если выбирать между работой, где бы я получал гораздо в 10 раз меньше, но при этом отстаивал то, во что я верю, и работой, где я бы получал, да даже не в 10, а в 100 раз больше, но отстаивал бы то, во что я вообще не верю, я бы не думал вообще ни секунды. Вообще, вот просто даже миллисекунды не думал. Вы- Если бы мне сказали, ты сейчас будешь отстаивать либеральные взгляды за зарплату 10 миллионов рублей в месяц, и ты будешь этим заниматься на протяжении ближайших 10 лет. Фу, какая гадость. Нет, вот просто вот смотрите, Александр, я говорю я абсолютно честно, правда искренне, считаю, что это откровенно. гадость. Я бы сказал бы, Дело не я в этом. не могу так жить, в этом нет Дело смысла. в том, что, я думаю, вы и так получаете плюс-минус эти 10 миллионов. Да не рублей. получаю. Нет, смотрите, я нахожу всегда инструменты для того, чтобы есть у вас не закрыть стоит свои такой выбор? первичные потребности. Нет, хорошо, я не получаю, во-первых, 10 миллионов в месяц, во-вторых, я могу сказать сумму 100 или там миллион там, долларов вот в месяц, например. Вот как Маркарян я бы условно получал бы, но при этом отстаивал бы какую-то, в моем представлении, глупость, вульгарную чушь. Не невежество какое-то отстаивал, какую-то идеологическую конструкцию, не знаю, левую какую-нибудь, я не знаю, как коммунизм я отстаивал, или большевизм я бы отстаивал. Давайте скринем этот момент. Если вдруг Николай через какое-то время станет левым. Просто запомни вот этот момент сейчас. Просто я-то совсем не левый, и вот как бы я хочу, чтобы вот мы сейчас, галочку сейчас вот поставили. сейчас сложно представить, потому что я знаю, какие причины привели меня к изменению, вот к этому качественному изменению позиций. Я не знаю, как их можно нивелировать, эти причины, поэтому нет, я не стану. Но я еще раз утверждаю, Александр, вот у меня такое ощущение, вот у меня такая как бы вот глобальная идея, она все-таки присутствует. И я бы не соблазнился бы даже на этот там, $1 миллион, если бы мне пришлось на протяжении 10 лет последующих говорить вот просто то, во что я не верю. Деньги за дебаты с Маркаряном вы получите? Нет, не получу деньги за дебаты. В ролике... Он все заберет себе? Нет, он не все заберет себе. Дело в том, что аренда площадки, на которой мы дебатируем, стоит $20 тысяч. Угу. То есть вот в Дубае снять эту площадку, в Рами отеле, может каждый проверить, где мы выступаем, позвонить туда. Вот ползала на 250 человек стоит примерно $19,5 тысяч. Ну вот те билеты, которые там мы продаем, они на самом деле в первую очередь, там, не знаю, на 95% пойдут на погашение арендной ставки вот этого мероприятия. Билеты мне никто не оплачивает. То есть вот закрыть билеты и закрыть 2 месяца, пока я как бы условно готовился к дебатам и не выпускал другие единицы контента, а это моя в первую очередь там как бы работа, да, деньги, на которые я живу. Вот это те деньги, которые будут потрачены. Я бы на самом деле... Погодите, то есть вы все-таки получите деньги? Вам оплачивают билеты, я и думаю, вам что- оплачивают... я думаю, что- Ну как оплачивают? Вам платят деньги за эти дебаты. Просто поскольку вы говорите, с что таким билетов. образом... Да, с билетов, конечно, с билетов, я Так, понимаю. Хорошо, я получу. есть вы смотрите, зарабатываете на них? если мы продаем, я даже больше вам скажу, Александр, сейчас вот, если вы мне дадите еще там минуту для того, чтобы рассказать, если продадутся все билеты, я заработаю где-то $2000. Ну вот просто это как бы пойдет на, правда, можете перемножить там как бы $120 на 250, ну это у нас примерно получается $26 тысяч, да. Вот $20 тысяч идет на погашение стоимости Не, площадки. я не знаю, сколько там стоит Ну билеты. просто я вам честно говорю, вот вы просто задали мне конкретный вопрос, я хочу конкретно Вы ответить. хотите сказать, что вы говорите, что ну, вот эти деньги, которые вы Да. получите с билетов, они покроют ваш заработок за там 1,5-2 месяца, что вы правду готовитесь наверное, к этим Не дебатам? вообще не покроет. Не Нет, покроет. Нет, ни хрена не покроет даже близко. Ничего Просто там. так даже... прозвучало это как будто. Не, никакого покрытия там не будет. Там будет покрытие Не будет поездки. покрытия. То есть поездки имеется в виду там билетов и проживания. То есть вот это покроется. А сверху ничего не покроется. Но у нас была возможность сделать изначально вариант другой. То есть, что мы делаем не 250 зрителей, а 500 зрителей. Тогда, если бы у нас, опять же, 500 зрителей набралось, я не знаю, реально это или нет, там увидим через неделю, сколько наберется вообще. Ну, в целом, меня уговаривали сделать большую вместимость, чтобы было 500 человек. Мы больше бы заработали, больше бы там поделили, потому что делим мы честно пополам на пополам. То есть, ну, в первую очередь, окупаем площадку, а все, что остается, это маленький хвостик, там, $6 тысяч. Мы делим на 2. $3000 вам, $3000 ему. Это чисто формально, да, именно так.
Кстати, Можно я договорю? Можно, может да? быть, для кого-то из Александр. зрителей $3000 это не чисто Ну, формально, понятно, да, но извините. это как бы билет и проживание. Так вот, у нас был вариант сделать больший зал, больше заработать, но Мгм. я сказал, что нет, мы так не будем делать, потому что мероприятие, именно дебаты, хочется сделать более камерным событием. То есть у меня был выбор заработать больше и не сделать вот это камерное событие, где в первую очередь мы акцентируем внимание на содержании наших позиций, а сделать более масштабное событие, да, где у нас вот будет такая митингующая атмосфера, ну, будет больше это провоцировать на некую манифестацию в зал. Больше зал, он и больше Он больше, аренда, это и больше арендная плата. да, Поэтому не факт, что вы выиграли. выиграли. Потому Выиграли что все-таки. То есть, полный ну, зал было посчитали снять, это, да, да? полный зал было снять, кажется, $26 000. Окей. Ну Вот. да, Да, тогда и да, я выигрыш сделал был. все-таки упор на... И вообще я не хотел, чтобы были зрители изначально. То есть я хотел, чтобы было 50 человек. Ну Но понятно, как но бы... согласитесь, все-таки даже, я вам же просто доверяю, я же не перепроверяю, но вот ну, в этой части. Но согласитесь, все-таки $3000 свои, но вы получите с Да этих я бы с дебатов. удовольствием, на самом деле, и даже, может быть, там рекламу в эти дебаты бы вставил и заработал бы еще и на рекламе. Я же никакого здесь лукавства совершенно с вами в разговоре не допускаю. Я бы еще бы, Вот это уже честнее, я мне бы еще и с кажется. удовольствием, да, я бы с удовольствием заработал на этих дебатах. Но мы приняли решение с командой Арсена Маркаряна, что мы не будем вставлять рекламу в этот видеоролик для того, чтобы контент был чистый. Я Мгм. как перфекционист очень не люблю эти перебивки, где идет То есть, какое-то то есть вы отвлечение. предлагали рекламу, а Маркарян отказался. Ему просто это совершенно неинтересно. Они сказали, давай мы не будем делать никакую рекламу. Я сказал, хорошо, я даю подтверждение, хоть это выйдет и на моем канале, это мой основной заработок, мы не будем делать рекламу. Кто будет вести дебаты? Дебаты будет вести политик-либертарианец Михаил Светов, Мгм. Признанный иноагентом. признанный иноагент. М, Вы, это, скажем так, согласованная между вами кандидатура? Да? Мне просто интересно, кто предложил? Ну, потому что вы, наверное, по взглядам сейчас далеки от Светова. Скорее больше, ну, ближе, наверное, к позиции Маркаряна. Ну, он, опять же, Михаил Светов знаком с творчеством Маркаряна. Они делали несколько эфиров. Светов, как я понимаю, сразу же после выхода посмотрел мой ролик и предложил свою кандидатуру. Мгм. И после этого в какой-то момент времени я предложил эту кандидатуру и узнал о том, что он уже предлагал свою кандидатуру. Вот. И мы таким образом очень быстро сошлись. А в первую очередь мне Светов был интересен тем, что он профессиональный модератор. Это человек, который запускал дебаты и сам дебатирует достаточно часто. И он просто знаком с регламентом дебатов. Будет какое-то голосование в итоге? Нет, Или, нет, то есть нет. это просто на суд уже телезрителей, что называется? На Божий суд, да. Все понятно. Все понятно. Николай, мы с вами находимся на канале Вестник Кавказа, и у нас заключительная часть. Давайте немного поговорим про ситуацию в регионе. Во-первых, у меня вопрос, бывали ли когда-то в Баку? В Баку? Баку. Нет. Хотели побывать? Потому что город преобразился невероятно, и вот сейчас я просто наблюдаю некий такой бум, что огромное количество людей ездят в Баку в туристических целях. Да, я бы на самом деле с удовольствием побывал в Баку, но, понимаете, тут как бы я много где с удовольствием побывал, то есть меня часто зовут там и в Ереван, да, вот в Тбилиси я недавно был, Мгм. соответственно, в начале 2023 года, вот, с удовольствием побывал бы и в Баку. У вас есть какое-то представление свое, может, какие-то мысли о том, как, ну, скажем так, какое будущее ждет регион? Особенно вот в свете нынешних выборов в Грузии, там сейчас протесты начались, пытаются как-то раскачать эту лодку. Как вы думаете, а там ведь много релокантов еще в Грузии, да? Как вы думаете, что, например, ждет Грузию? Вы знаете, если честно, я не знаю, я не могу ответить вам вот прям на Вы не этот вопрос. погружены в эту Я просто, тематику. да, я просто совершенно вот по этой тематике я не представляю никакой экспертности. А по азербайджано-армянскому конфликту? Тоже никакой экспертности. Я не разбирал этот конфликт, и он несколько Кстати, прошел мимо это, меня. кстати, странно, Да, потому это что вот действительно странно, да. Ну, просто я не успел, поэтому не разобрал, поэтому сейчас высказывать какую-то более там дилетантскую позицию я не хочу. То есть в этом вопросе я вообще не могу назвать себя ни в какой степени экспертом, даже не близко. Поэтому мне сложно, честно говорить, о будущем Грузии или о будущем Азербайджана или Армении. Ну, правда, сложно. То есть вот здесь, к сожалению, я не могу удовлетворить. я даже удивлен, да. Да. По крайней мере, ну, смотрите, вы же занимаетесь немножко, как я понимаю, политической аналитикой, да? Да.
Я могу Да, и как вы, бы и примерно... вы точно, по крайней мере, ну, знаете Ну, об конечно, войнах, которые нет. там были, да. У вас были по поводу этого какие-то свои мысли? Или вот вообще просто, то есть, никогда не интересовались и как бы, ну, арабо-израильский конфликт вам ближе? Смотрите, просто Что просто, просто с странно, Израилем меня да. связывает некоторая личная история, потому что я побывал в Израиле за 3 недели до начала войны. Я просто был, У вас там друзья или у меня, девушка? во-первых, там друзья живут, да. Они еще ваши друзья по-прежнему? Самые близкие друзья мои, да. Они остались Конечно, вашими конечно, друзьями да, ну, после ролика? естественно. Я не стараюсь не ругаться со своими друзьями. Вот, я просто был близко к месту, где произошло изначально вторжение Хамаса, близок к месту, где проводился фестиваль Nature Party. То есть для меня это была там личная история, потому что еще мой знакомый, который учился со мной в одном вузе, который мой сверстник, он попал в плен Хамас. То есть Кстати, он до сих пор в плену. его освободили из плена, да. А Андрей он- Козлов, он был освобожден буквально 1,5 месяца назад. Я Да, был. нет, это я знаю. Да, Я вот и как раз хотел уточнить. смотрите, с этим связана моя личная история, поэтому я разбирался, я читал много книг про это, я смотрел много документальных фильмов, и мы можем сделать какой-то конструктивный диалог, построенный не на мнении, не только на мнении, да. Я просто пока Здесь не грузинская улетучилось. история, Грузия, Секунду. да, Я просто не помнил, что это именно Козлов. Ну вот, Козлов. да, это именно Козлов. То, что его освободили, как освободили, это отдельная интересная история. Там Да. все было очень, скажем так, непросто. Он потом посмотрел ваш ролик? Вы знаете, я не связывался с Андреем Козловым после этого, с ним связывался мой оператор, который с ним, насколько я понимаю, поддерживал прям дружеские отношения. Просто я скорее знал о существовании, и я, кажется, То есть видел это его... все-таки не ваш близкий друг. Нет, я не говорю, что это мой Ну, вообще близкий. знакомый какой-то. Понимаете, Но это очень знакомый отдаленный мне, знакомый. очень отдаленный. И, честно, я могу сказать, это достаточно отдаленный знакомый. Вы не знаете его реакции на ваш ролик? Я просто знаю, я просто очень близок в отношениях со своим оператором, да, как бы, то есть это мой очень хороший друг, и я видел, как он переживал. Потому что у них было много там фотосессий вместе с этим Андреем Козловым и так далее. То есть он учился со мной в одном вузе, я его видел в этом вузе, кажется. Да, то есть, ну вот личного общения у нас не было. Я с ним с тех пор не связывался, но с ним связывался мой оператор. Ну и как бы тут я представляю, какая волна интереса к нему там со стороны близких, родственников. И я думаю, что в первую очередь он уделил внимание им. Ну и понятно, что история закончилась хорошо, что его освободили. Просто и поэтому из-за того, что... Для него хорошо, кто-то еще остается в заложниках. Это да. Но вот как бы благодаря тому, что у меня был личный опыт, связанный с Израилем, потому что я там был буквально, из-за того, что у меня знакомый знакомого, моего близкого друга, точнее, знакомый моего близкого друга попал в плен. Для меня эта история арабо-израильского конфликта в какой-то момент захватила все мое внимание, и я погрузился в это. Иначе бы я тоже как бы не разговаривал с вами об этом. Азербайджан армянский, он как-то Просто прошел далеко, мимо. да, далеко не так я в нем, да. Вот, А в Армении вы тоже никогда не были? нет, Тоже не были. не было. Это удивительно просто. Да, вот так вот просто Все получилось. практически... Ну, только транзитом. Кстати, ну в Грузии-то вы хоть были? Хоть я встречался 3 года с армянкой, да, Так. и опять же, я разговаривал с многими там армянами, с азербайджанцами, с грузинами на тему этих конфликтов. Просто я стараюсь все-таки, и я всегда предупреждаю об этом, не разговаривать на темы, где у меня нет какого-то сформированного экспертного мнения. То есть вот те темы, где у меня есть сформированное экспертное мнение, я на них с удовольствием разговариваю публично. А те, на которые нет экспертного мнения, я разговариваю только кулуарно. Вы, главное, в теме Азербайджано-армянского конфликта не ссылайтесь на Папы и Мориса. Да. Да, А, постараюсь. в Грузии вы были? В Грузии я был, поэтому о Грузии я там знаю чуть больше. Я знаю, что как раз-таки там наше поколение, миллениалов и так далее, оно больше настроено, естественно, на проевропейские ценности. Но, как я понимаю, руководство страны, которое имеет другой взгляд на взаимоотношения с Россией, не хотело бы повторять в том числе там судьбу Украины и так далее. То есть, может быть, не настолько настроено на присоединение к этой большой европейской семье. И там есть определенное противоречие, связанное с этим. Я уверен, что на молодежь в том числе воздействуют какие-то, возможно, там силы, да, внешние силы. То есть этот конфликт, конечно, постараются там раскачать, получится или нет. Ну, я надеюсь, что нет, потому что это не в российских интересах. Это вот то, что я могу вам сказать. Вы считаете, что России важно присутствовать в регионе? Я имею в виду, политическое присутствие. Да. Я считаю, что важно. Ну слушайте, есть те, кто говорят, там, вот, Азербайджано-армянский конфликт, но, как бы, окей, сами разберутся, да, это да. Как говорит Юрий Дудь, я тоже считаю, что России очень важно присутствовать. нечего сувать свой нос не в свои страны. Сначала займитесь системой ЖКХ, да? Ну, это такое есть мнение. Вы не согласны с Ну, этим? конечно. Окей. Съездите в Баку, могу только посоветовать в этом плане. Спасибо, спасибо. Все-таки город стал потрясающим и расцвел.
В заключение интервью пару слов о вашей личной жизни. Вы как человек, отстаивающий теперь традиционные ценности, а традиционные ценности, главная традиционная ценность — это семья. Вы пока не женаты. У вас, как я понимаю, есть девушка, вы довольно давно вместе. Да. Вы планируете создать семью, но все-таки вам уже 30+. Вы взрослый человек, вы успешный человек, состоявшийся человек. И вы на позициях традиционализма. Я не child-free, давайте начнем с этого. Прекрасно, это прекрасно. Я не за квадроберов. Когда... Я думаю, это разные вещи. Да, разные, накидываю. Я понимаю. И не относитесь к никаким экстремистским движениям, я надеюсь. Вы планируете ли вы создавать семью? И ну, для вас, да, лично для вас, семья — это какая-то некая такая базовая, такая основная цель человека? Или все-таки самореализация для вас важнее? На своем частном уровне я занят преодолением либерализма все еще на самом деле. То есть девушка говорит ЗАГС, а ты такой: Нет, да, я и живу из себя либерала. Смешно. Перестану жить для себя. Смешно. Ну да, я отвечу откровенно, честно, на своем личном уровне я все еще преодолеваю воздействие вот этой, как бы это странно, возможно, для многих зрителей не звучало, просто я об этом много думаю, я преодолеваю воздействие либеральной идеологии, да. И поэтому вы не женаты. И поэтому, в том числе, поэтому я жена. Да. Но я планирую создать семью. Но о времени и сроках знать никому не дам. Это правда, это да. И более того, я даже на вас как бы не давлю здесь. Спасибо. Александр, это нет такого. Как зовут девушку? Анастасия. Нет такого, что Анастасия мне звонит, такой: Александр, ну вы там это, ну давайте, нас тут уже, ну пора бы, хотя бы на интервью спросите. Нет, абсолютно. Просто мне кажется, что слова человека и дела должны совпадать. И когда человек говорит про традиционные ценности, естественно, что это отражается на его личной жизни. Эти вот вещи, вот ваш прыжок веры, можно сказать, который вы совершили, да, это отразилось на вашей личной жизни? Да, отразилось. Как? Слушайте, я не хочу сейчас как бы уходить куда-то, но большое количество в нашей жизни есть там самых разных полутонов. Процесс-то в том числе как бы динамический, то есть нет такого, что ты совершаешь этот прыжок веры, и у тебя просто меняется все абсолютно в твоем восприятии, в твоих откликах, в твоих эмоциях. Такого прям сразу же как бы не происходит. Но мое отношение и к семье, и к семейным ценностям, и к традиционным ценностям, оно, естественно, очень сильно изменилось. Конечно же, было бы красиво, если бы я прямо сейчас на вашем интервью сделал девушке предложение, встав на колено перед камерой. Но я думаю, что все-таки... Вот, кстати, и хайп. Вы просто на меня так проникновенно смотрите, Александр, как будто ждете от меня чего-то подобного. Но да, все-таки я, наверное, не буду вас осведомлять. Не буду вас, так скажем, осведомлять о том, когда, не претендую, что я собираюсь делать, чем я тут занят в своей личной жизни. Поэтому опустим этот вопрос. Окей. Николай, спасибо за интервью. Я думаю, было в достаточной мере токсично и интересно. Спасибо, Александр.